Первые УКВ-ЧМ радиостанции для местной связи внутри города, для различных служб, мобильные или переносные, были, конечно же, с кварцевой стабилизацией частоты, не военного назначения, я имею в виду радиостанции. И вот, чтобы послушать такие радиостанции, какому-то любителю радионаблюдения или просто желающему послушать то, о чем говорят местные городские службы или какому-то профессионалу, которому зачем-то нужно это слушать, было доступно только три варианта. Либо использовать такие же радиостанции с такими же кварцами на интересующие частоты, либо использовать какой-то связной приемник с плавной настройкой, с плавным гетеродином. Тогда синтезаторов частоты еще не было, как не было и цифровой техники вообще. Либо использовать какой-то специализированный приемник, тоже с кварцевой стабилизацией. И вот со временем стали появляться приемники для прослушивания различных УКВ-ЧМ разговоров с кварцевой стабилизацией, с несколькими кварцами, которые автоматически переключали эти кварцы, автоматически переключали каналы, заданные пользователям с помощью сменных кварцев, пока на каком-то канале не появится активность. Это были первые сканирующие приемники. И в таких приемниках кварцы переключались уже электронной схемой, которая отслеживала открытие шумоподавителя. Если шумоподавитель открылся, значит, есть активность, значит, следующий кварц включать не нужно. И эти кварцы переключались. Вместе с переключением кварцев на передней панели переключались, мигали светодиодики, соответствующие этим каналам. И были соответствующие кнопочки напротив каждого светодиода. Соответственно, кнопками можно было выбрать, какие мы сейчас каналы сканируем. То есть, если в приемнике, например, было 4 или 8 кварцев, он мог сканировать не все 8 каналов, а только те каналы, кнопочки которых находятся в нажатом состоянии. Вот такие были первые сканирующие приемники. В основном они, конечно, были популярны в Америке в 60-е годы, в 70-е. И вот уже в 70-е годы стали появляться подобные приемники с цифровым синтезатором, с ФАПЧ-синтезатором, с цифровой частью. Каналов в них стало больше, функций больше. И не нужно стало для них подбирать, искать нужные соответствующие кварцы, а частоты стало можно просто запрограммировать в память этого приемника, и он с помощью синтезатора устанавливал уже нужную частоту. Вот о таком приемнике, уже с синтезатором частоты, но еще с мигающими светодиодами, я вам хочу рассказать в этом видео. Одно время, в конце 70-х, в 80-е годы, был очень популярен такой сканирующий приемник Realistic Pro 2001. Не смотрите, что у него в названии есть цифра 2001, к 2000 годам он не имеет никакого отношения, а выпускался он в конце 70-х годов и до середины, до конца 80-х годов. Конкретно вот этот экземпляр был изготовлен в 1979 году. Тогда эта модель приемника была очень популярна, и можно было даже увидеть в каких-то известных художественных фильмах, как люди с помощью такого приемника прослушивали полицию или еще что-то. Итак, приемник Realistic 2001. Производство Япония, конец 70-х годов и 80-е годы. Работает в диапазоне частот Low Band от 30 до 50 МГц, в диапазоне VHF от 144 до 174 и в диапазоне UHF от 430 до 512 МГц, то есть никакой Airband он не принимает в вещательном диапазоне, не принимает ниже 430 и, естественно, всякие 300 и 200 МГц тоже он не работает. То есть работает в основных радиосвязных диапазонах. Есть также европейская версия такого приемника, который вместо лоу-бенда работает в мид-бенде, то есть от 66 до 88 МГц. Приемник этот сделан в настольном исполнении, имеет достаточно большие размеры. В нем есть встроенный блок питания для питания от сети переменного тока в американской версии от сети 110-120 вольт и в европейской версии для питания от сети 220 вольт. Но также он может питаться от внешнего источника напряжением 12 вольт. У него на задней панели есть соответствующий разъем. Кстати говоря, сетевой разъем для питания от сети переменного тока отсутствует. Кабель просто выходит из приемника и все. Если мы будем питать его от 12 вольт, например, установив в автомобиле, то сетевой кабель для питания от сети переменного тока у нас будет просто болтаться, придется его как-то свернуть, скрутить и так далее. Но может приемник работать от 12 вольт. По бокам корпуса есть у него даже отверстие для скобки крепежной. С помощью этой скобки можно его установить в автомобиль. Хотя, еще раз повторюсь, размеры достаточно большие. Хорошо вас слышу, 1865, состоятель Волков. Понятно, 18 башмаков не стали, бригада электропуть запущена. На 18, 1865 Волков будете переезжать на 5-й ПД, на 5 запрещающий УДС Пакистан. Другую тангенту поставил. Значит, все-таки, да, с микрофончиком что-то там еще. Видимо, я когда разбирал, может, что-то и там под
трогал. Не в ту сторону. 7, 130, 131. В шестом ящике нет тормозных башмаков. В седьмом ящике 5 тормозных башмаков. 15, 23 по 26 до Сморка. Это сканирующий приемник. Сканирующий, как было принято в 60-е, 70-е годы. То есть во время сканирования каналов у него переключаются на передней панели светодиодики, соответствующие номерам этих каналов. Всего в этом приемнике 16 каналов, то есть на передней панели есть 16 светодиодов и 16 кнопок. И мы с помощью этих кнопок можем выбрать, сканируется у нас канал или нет. То есть каждый канальчик отдельной кнопкой мы включаем или исключаем из списка сканирования. Очень наглядно, очень удобно. Никаких лишних меню, можно в любой момент времени нажать кнопочку нужную, и какой-то канал у нас добавится в сканирование или исключится из сканирования. Да, конечно, ограничение, 1000 каналов таким способом не сделаешь, но 16 вот вполне удобно. И еще раз повторюсь, в отличие от первых подобных сканирующих приемников, в этом приемнике уже применен синтезатор частоты, есть память, в которой сохраняются значения частот этих 16 каналов. И значение частот можно запрограммировать в память непосредственно с клавиатуры на передней панели приемника. Никаким компьютером он не подключается, никаких программаторов, конечно же, нет. Все задается непосредственно на самом приемнике. Частоты всех 16 каналов. Каждый из каналов может быть в любом из 3 рабочих диапазонов. Также в этом приемнике есть режим поиск. В этом режиме можно задать одну нижнюю граничную частоту и одну верхнюю, и приемник будет с шагом фиксированным между двумя этими частотами искать активность. Есть причем 2 режима поиска этой активности: Fast Search и Slow Search, то есть FS и SS кнопочки называются, ну или кто-то их Fast Scan называет. Соответственно, в режиме Fast Scan приемник быстро перебирает частоты от нижней до верхней граничной. В режиме Slow Scan он перебирает частоты медленно. Еще на передней панели есть очень крупная кнопка «Монитор». Это не тот самый монитор, который открывает шумоподавитель для того, чтобы послушать, что происходит сейчас в эфире. А это кнопка «Монитор» для того, чтобы можно было просто набрать любую нужную нам частоту, которую мы хотим послушать. И нажав эту кнопку, мы будем слушать именно эту набранную частоту. При этом у нас частоты каналов никакие не сотрутся, не испортятся. То есть, если вам нужно послушать быстренько какую-то частоту, не записав ее в каналы, в память, то можно просто ее набрать и нажать кнопку «Монитор», и мы будем слушать эту частоту. А потом в дальнейшем можем опять перейти в режим сканирования, и эта частота у нас забудется. Таки не до конца дожал, да. Вот. Попробуем, да, поэкспериментируем. Спасибо. Ну вот сейчас я на 50 ватт был. Ну тоже все загораются, но шумок, по-моему. Ну-ка еще разочек включитесь. Раз, два, три, передаю на 50 ватт, R3TY, R3TLY. Минимальный шаг частоты, который мы можем записать в каналы или какой применяется в режиме поиска от нижней до верхней, заданной пользователем частот, у нас такой в этом приемнике. В диапазонах Low Band и VHF шаг 5 кГц, то есть мы можем установить частоту кратную 5 кГц, 25 кГц, но не 12,5, к сожалению. А в диапазоне UHF минимальный шаг 12,5 кГц, и вот там мы уже можем, соответственно, шагать через 12,5, через 25 привычными нам удобными значениями шага. Вообще сам процесс сканирования, когда мигают светодиоды, можно в этом приемнике остановить. На передней панели есть переключатель на 3 положения. В среднем положении сканирование остановлено, в верхнем режим автоматического сканирования. Нижнее положение не имеет фиксации. В этом положении переключатель работает как кнопка. И нажав его один раз вниз, мы переключаем наш приемник на следующий канал. То есть, грубо говоря, это у нас вместо ручки вокодера есть вот такой вот режим ручного шага на один следующий канал. Естественно, приемник переключается только на канал, на котором нажата кнопочка. Также есть 2 ручки на передней панели. Одна из них — это регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания. А вторая — это регулировка уровня срабатывания шумоподавителя. Соответственно, вот с помощью нее можно и открыть шумоподавитель и послушать, что там есть в эфире.
На передней панели есть светодиодный 7-сегментный индикатор красного цвета, достаточно крупный. Он отображает частоту, запрограммированную в канал. Когда приемник бегает по каналам, переключаются не только светодиоды, но и частоты на этом индикаторе. К сожалению, индикатор в это время очень сильно мигает. То есть между сменами частоты он гаснет, поэтому смотреть на него не очень удобно. В режиме поиска, конечно же, этот индикатор показывает текущую частоту, которая изменяется с шагом во время поиска. Никаких других индикаторов нет, S-метра нет, индикатора уровня сигнала. Есть на корпусе, на верхней стороне корпуса, громкоговоритель очень немаленьких размеров, как и сам корпус, поэтому приемник звучит этот очень хорошо. Есть, конечно же, у него разъем на задней панели для подключения внешнего громкоговорителя или наушников, но никакого желания подключить внешний динамик нет, так как встроенный звучит прекрасно. Современные маленькие УКВ радиостанции или приемники звучат совершенно не так, а этот приемник имеет большой корпус, большой громкоговоритель, и слушать его приятно. Как нет у тебя башмаков? В 7-м ящике 5 башмаков стоит. Лежит, вернее. В 8-м ящике 4 башмака. В 12-м ящике 1 башмак. Антенных разъемов у этого приемника два. Один для диапазонов VHF и Low Band, другой для диапазона UHF отдельно. То есть, чтобы можно было подключить две разных антенны, так как диапазоны эти очень сильно разные. К сожалению, разъемы используются, можно сказать, бытовые, такие, как применяются на автомагнитолах, еще на какой-то бытовой технике. Хоть эти разъемы и можно сказать с натягом, что они коаксиальные и высокочастотные, но сопротивление у них не нормированное, и, в общем-то, ответная часть к ним, скорее всего, тоже будет, так скажем, не очень качественная. Я для подключения этого приемника к антенне изготовил вот такой переходник из какой-то бытовой антенны, от которой я отрезал этот самый кабель вот с таким вот разъемом бытовым, а на другой конец припаял разъем SO239, вернее PL259, конечно же, SO это гнездо. И приемник сейчас у меня прекрасно работает с внешней антенной. Для того, чтобы сохранялись значения частот, записанные в каналы, в ячейке памяти, которых 16 штук, в приемник устанавливается 9-вольтовая батарея, которая у нас в России называлась Крона. И с помощью нее поддерживается питание энергонезависимой памяти. Отдельная микросхема там установлена, которая питается от этой батарейки в то время, как приемник отключен от сети или от 12-вольтового блока питания. Тогда, в конце 70-х, это была норма использования таких батареек, так как энергонезависимая память, перезаписываемая, практически была малодоступна. По схемотехнике своей, по архитектуре, это, конечно же, супергетеродин с двумя преобразованиями частоты. Первая ПЧ 10,7, вторая ПЧ 455. Конечно же, по обеим ПЧ установлены пьезофильтры. Причем по второй промежуточной частоте установлен достаточно неплохой фильтр. Для диапазонов VHF и UHF первая ПЧ 10,7 МГц, конечно же, очень невысокая, и значение зеркальной частоты будет слишком близко, и, в принципе, избирательность по зеркальному каналу невысокая. Но, что удивительно, хоть приемник и бытовой, и достаточно упрощенный по схеме, входные цепи его имеют несколько перестраиваемых с помощью варикапов контуров. Причем во входных цепях диапазонов VHF и Low Band применяются аж двухкаскадные усилители ВЧ на биполярных транзисторах, конечно же, имеющие очень невысокий динамический диапазон. Такие усилители применять не следует, но если перед этим усилителем и после него применены перестраиваемые с помощью варикапов контура, ну это хоть как-то спасает этот приемник от мощных сигналов внеполосных. И на самом деле при подключении к нему широкополосной антенны, установленной на крыше высокого здания в центре крупного города-миллионника, он работает очень неплохо благодаря этим перестраиваемым контурам. Работает он гораздо лучше, чем современные приемники Uniden. Вот в этом месте, будучи подключены к этой антенне дискоконус, современные Uniden практически нормально не работают. У них сразу возникает перегрузка, блокирование и так далее. И они принимают только сплошные выходы ТМР-ретрансляторов, всякие разные мощные сигналы, вещалки. И этот приемник прекрасно работает, и на него слышно только то, что должно быть слышно, несмотря на такой простейший вход приемника. Эра-3 ТЛО, Эра-4 Николай, Дмитрий, Сергей, дробь Мария, Эра-4 НДС, прием. Эра-4 НДС, добрый вечер. Опять в командировке у нас, да? Рад слышать. Давно не слышал с осени. Приветствую вас еще раз.
5-5 принимаю, вот такой рапорт вам. Валерий Иванович, здравствуйте, добрый вечер. Я принимаю 5-9 плюс 30 децибел. Вообще монтаж схемы приемника выполнен, конечно же, на печатных платах. Их несколько. Есть плата индикации, плата блока управления, плата ВЧ-части. Деталей огромное количество. В то время уже, конечно же, были интегральные микросхемы, но не очень высокой степени интеграции, поэтому дискретных элементов очень-очень много. SMD компонентов, конечно же, нет. Все элементы обычные для печатного монтажа. Что удивительно, уже применяется микроконтроллер со встроенной оперативной памятью, регистровой, со встроенной постоянной памятью, в которую записана программа. И все это в одной микросхеме в дип-корпусе. И вот этот микроконтроллер управляет работой этого приемника. С одной стороны, конечно, этот приемник очень старый. И сейчас хочется сказать, да зачем такой нужен, когда есть современные с тысячами памятей, со всякими структурами организации этих памятей, то есть банками, блоками, группами и так далее, с режимами сканирования, поиска. И есть SDR приемники, которые позволяют просматривать сразу большую полосу, 10 МГц или больше. Но удивительно, этот приемник 1979 года изготовления прекрасно сохранился, включается и работает. И он уже с микропроцессором, он уже с цифровой индикацией частоты, с ячейками памяти, в которую можно записать эти частоты. То есть, хоть он и 1979 года, и такой по внешнему виду, так скажем, мягко говоря, несовременный, но функционально им прям можно пользоваться, можно на него слушать эфир прекрасно, и получше, чем на некоторые современные приемники, он себя ведет на большую антенну. К сожалению, полоса пропускания у него достаточно широкая по ПЧ, то есть она, можно сказать, что оптимальна для шага 25 кГц, и для более узкого шага она не очень подходит. Но ради любителей и обычные аналоговые службы городские на него можно послушать. Забавно, что после того, как приемник какое-то время находился без 9-вольтовой батарейки и без внешнего питания, то памяти, конечно же, у него все стираются, но вместо нормальных частот туда записываются какие-то абсурдные значения, которые могут быть и на 30, и на 50 МГц, и на 600, и на 200, то есть совершенно значения, не подходящие для этого приемника. И так как он имеет узко фиксированные диапазоны рабочие, то на этих частотах, конечно же, он ничего не принимает. Для каждого диапазона у него в схеме есть отдельный генератор, управляемый напряжением, то есть отдельный гетеродин, который контролируется ФАП-синтезатором. И когда частоты в ячейке памяти записаны какие-то бредовые после отключения питания и отсутствия бэкапной батарейки, то он, естественно, приемник на этих частотах ничего не принимает, хотя на индикаторе их показывает. Вот такой вот приемник для прослушивания УКВ радиосвязи, можно сказать, легенда 70-х и 80-х годов. Конечно же, в основном этот приемник был популярен в Америке. На этом мой рассказ о приемнике Realistic Pro 2001 закончен. На канале у меня есть плейлист «Приемники», в котором собраны видео о других разных приемниках, тоже прошлых лет или о современных. Поэтому смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, слушайте эфир с помощью разных приемников. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.